Всем привет! Меня зовут Александра Краснобаева. Я в этом видео вам расскажу, как сделать расчеты на спинку у реглана, который вяжется снизу вверх со швами. В этом видео мы будем делать расчеты конкретно на сам реглан. Как сделать расчеты на другие части этого изделия, вы можете посмотреть в других моих видео. У меня есть целый отдельный плейлист, где я об этом рассказываю. Ссылка есть под этим видео в описании. Там от снятия мерок, рисования выкройки, вязания образцов до сшивания изделия. Есть все видео. Ну а в этом мы рассмотрим конкретно спинку от подмышек и до выреза. Мы рассмотрим, как сделать расчеты на реглан и как сделать расчеты на круглый вырез по спинке. Давайте начнем. Для своих расчетов я использую схематичное изображение выкройки, которое мы с вами рисовали в предыдущих видео. Вы можете их посмотреть, ссылка под видео в описании есть. И чтобы сделать расчеты на реглан по спинке, мы с вами должны выписать некоторые значения. Первое – это ширина изделия. Второе – это длина регланной линии. Третье – это глубина выреза по спинке. И четвертое – это обхват нашей шеи. Все эти значения я переписала, теперь выкройку я могу отложить. Первое, что мне нужно сделать, это посчитать, сколько сантиметров у меня будет вырез по спинке и сколько сантиметров у меня уйдет на вот эту верхнюю часть рукава. Для этого мы используем мерку обхват шеи. Я себе записываю. Обхват шеи у меня 38 сантиметров. И как в обычном реглане, обхват шеи я делю на 3 части. 38 я делю на 3, у меня получается 12,6. Я 38 сантиметров распределяю на вперед, спинку и на рукава. Чтобы мне узнать вот эту величину, мне нужно узнать, сколько сантиметров у меня сверху будет у одного рукава. Я записываю, наперед я беру 12 сантиметров. На спинку я беру 12 сантиметров, это 1/3 часть обхвата шеи. Если вы здесь видите не целое число, то я вам советую брать для спинки и для переда целые числа, а вот этот остаток мы перенесем в рукав. Как посчитать, сколько нужно сантиметров для одного рукава? Я от 38, от общего обхвата шеи, отнимаю 12 сантиметров вперед, 12 сантиметров спинка и делю на 2, потому что у меня 2 рукава. У меня получилось 7 сантиметров, значит на один рукав я отвожу 7 сантиметров. Один рукав сверху у меня будет 7 сантиметров. Здесь рукав у меня сложен вдвое, поэтому вот эта часть, вот эта высота у меня будет 7 деленное на 2. Я получила 3,5 сантиметра. Значит, сюда в свою выкройку я могу записать, что вот эта высота у меня будет 3,5. Теперь разберемся с глубиной выреза. У меня глубина выреза у готового изделия желаемая 2 сантиметра. Также у меня здесь еще есть некоторая обвязка, которую я буду делать в конце, и которая захватит и петли рукава, и петли моей спинки. Поэтому сразу для себя я определяю, сколько сантиметров будет моя обвязка в ширину. Советую брать ее примерно 2, 3, 4 сантиметра, всегда это смотрится очень красиво. Значит, 3 сантиметра у меня с этой стороны, 3 сантиметра с этой стороны. И мы с вами уже выяснили, что в готовом изделии ширина моего выреза по спинке будет 12 сантиметров. Значит, сюда я переписываю также 12 сантиметров. Готово. Теперь я могу спокойно посчитать, сколько будет ширина моей спинки от этой точки до этой точки. Она состоит из ширины обвязки, из ширины выреза и еще плюс ширина обвязки. Могу поставить сюда вот такую длинную стрелочку и посчитать. Считаю здесь сбоку. 3 плюс 12 и плюс 3. У меня получилось 18, значит 18 сантиметров, вот это моя широкая часть по спинке, ее я и буду вязать. Теперь посмотрим, что у нас по глубине. Желаемая глубина моего изделия сзади 2 сантиметра. Я могу прибавить 3 сантиметра обвязки, чтобы понять, сколько мне нужно будет вязать мой вырез по спинке. Это получается 2 плюс 3, у меня получилось 5. Значит, сюда я записываю 5. Но так как у нас какую-то часть выреза занимает 1/2 часть рукава сверху,
то если мы мысленно проведем вот такую линию здесь, мы поймем, что глубина выреза по спинке, которую мы будем вязать, у нас выглядит вот так. Вот эта величина, это та самая нужная нам глубина выреза по спинке. Как мы ее считаем? От 5 мы отнимаем 3,5 сантиметра, это сверху мой рукав. У меня получилось 1,5. Значит, реальный вырез, который я буду вязать и на который я буду ориентироваться во время расчетов своего выреза по спинке, 1,5. Потом в конечном итоге мы сделаем еще обвязку в 3 сантиметра и еще поднимем этот вырез за счет 1/2 части рукава. В итоге получится 2 сантиметра желаемая высота, желаемая глубина моего выреза. И последний пункт, который мы тут должны с вами записать, это длина регланной линии без обвязки. Вот эта часть. Ее тоже посчитать несложно. От 25 я должна отнять 3 сантиметра. Запишу это тоже сюда. У меня получилось 22. Переношу это значение сюда. Готово. Теперь предлагаю разобраться с ростком и с подрезами. Росток в данном случае по спинке мы использовать не будем. Мы будем его использовать при расчетах нашего переда. И чтобы посмотреть расчеты переда, вы тоже можете перейти в плейлист по вязанию нашего реглана снизу вверх, и там будет еще отдельное видео про такие же расчеты, которые касаются нашего переда. Но мы можем заранее уже этот росток себе записать. Я беру некоторые средние значения для ростка, которые в принципе подходят для многих случаев, они универсальные, можете их использовать. Если у вас женское изделие, женский свитер и кардиган, вы можете брать росток примерно 3 сантиметра. Если у вас мужское изделие или женское большого размера, вы можете взять росток 3-4 сантиметра. Если вы вяжете на ребенка детское изделие, росток вы можете взять 1-2 сантиметра. Я для себя решила, что я возьму росток 3 сантиметра. Просто себе сюда запишу заранее, что я уже определилась. Теперь поговорим о подрезах. Если вы вяжете изделие по фигуре или на ребенка, вы можете взять подрез примерно 2-3 сантиметра. Конечно, если у вас малыш совсем еще маленький, ему там полгода-год, то, конечно же, берем самый минимум, 1 сантиметра будет достаточно. Если вы вяжете изделие свободное, тогда вы можете взять подрез 4-5 сантиметров. И если у вас изделие оверсайз, тогда вы можете взять подрез 5-10 сантиметров. Я для себя решила, что я вяжу свободное изделие и возьму подрез в 4 сантиметра. Вы должны понимать, что эта величина только по спинке. Значит, 4 сантиметра по спинке, плюс такой же подрез 4 сантиметра по переду. Всего под мышкой у нас будет тогда 8 сантиметров наш подрез. Все, что я посчитала, я перепишу конкретно в нашу спинку, те значения, которые я буду использовать в расчетах, чтобы не запутаться вот в этом во всем. Первое, это ширина моего изделия, она мне сейчас понадобится, 50. Второе, это мой подрез, мы его только что посчитали, посмотрели, у меня это 4 сантиметра здесь и 4 сантиметра здесь. Следующее, что мне нужно, это длина моей регланной линии, конкретно по спинке, она у меня 22 сантиметра, обвязку мы не трогаем. Дальше, это ширина моего выреза по спинке, тоже без обвязки. Она у меня 18 сантиметров. И еще последнее, что мне нужно, это глубина выреза. Вот эта часть, которую мы с вами будем вязать, 1,5 сантиметра. Глядя на эти все значения, вы уже сразу можете понять, чего нам здесь не хватает. А нам не хватает одного значения. Это вот этой ширины. Ширины петель, которые мы будем убавлять по нашей регланной линии. Как же их посчитать? От общей ширины изделия, от 50, я отнимаю 4 сантиметра свой подрез, отнимаю 18 сантиметров свой вырез, еще 4 сантиметра свой второй подрез и делю на 2, потому что у меня 2 регланные линии, 2 стороны. У меня получилось 12 сантиметров. Значит, сюда смело я могу записать,
что это значение у меня 12. Теперь записываю ширину и высоту, плотность вязания своего узора. У меня в 10 петлях 7 сантиметров и в 12 рядах у меня 4 сантиметра. Что нам нужно посчитать в ширине? Первое, 4 сантиметра, это мой подрез, значит, мне нужно посчитать, сколько это петель. Я сразу сюда запишу, что это подрез. Дальше, 18 сантиметров ширина нашего выреза. Следующее значение, 12 сантиметров, это мой реглан, сколько он составляет петель, сколько петель мне нужно убавить за мою регланную линию. И то же самое посмотрим по спинке, что нам нужно еще здесь посчитать по спинке. Ну, во-первых, это сама регланная линия 22 сантиметра. И второе, это глубина моего выреза 1,5 сантиметра. Используя простую пропорцию, мы считаем. 4 умножаю на 10 и делю на 7, у меня получилось 6. Это означает, что мой подрез 6 петель. 18 умножаю на 10 и делю на 7, у меня получилось 26. Это означает, что ширина моего выреза 26 петель. 12 я умножаю на 10 и делю на 7, у меня получается 17. Это означает, что мне 17 петель нужно убавить за высоту моей регланной линии. Что по высоте? 22 я умножаю на 12 и делю на 4, у меня получилось 66. Это означает, что длина моей регланной линии по спинке 66 рядов. 1,5 я умножаю на 12 и делю на 4, у меня получилось 4. Это означает, что глубина моего выреза по спинке 4 рядочка. Теперь мы записываем, сколько петель мне нужно убавить по реглану. За 66 рядов, всего у меня в реглане 66 рядов, мне нужно убавить 17 петель. Вот они. 17 петель я убавляю с одной стороны, 17 петель убавляю с другой. Здесь я сразу решаю, я хочу убавлять во всех рядах или только в лицевых рядах. Например, я хочу убавлять только в лицевых рядах, поэтому записываю сразу за 33 лицевых ряда. Мне нужно убавить 17 петель. Что это значит? 33 своих ряда я делю на 17, чтобы узнать, через какое количество рядов мне делать убавки. У меня получилось 1,9. И это означает, что свои убавки я буду делать в каждом втором лицевом ряду. 1,9 ближе к 2, округляем до 2. И в каждом втором лицевом ряду я буду убавлять 2 петельки в ряду. Одну петлю с одной стороны реглана и другую петлю с другой стороны реглана. В принципе, все. Теперь давайте сделаем расчеты на вырез и запишем все в план нашего вязания. Вот мой вырез по спинке. Ширина моего выреза, давайте вспомним, 18 сантиметров, это 26 петель. Поэтому я спокойненько сюда записываю 26 петель. Глубина моего выреза составляет 4 рядочка, мы только что с вами это посчитали. И 1/2 моего выреза за 4 рядочка мне нужно с одной стороны убавить 13 петель. 26 я делю на 2, 13 петель с одной стороны и 13 петель с другой стороны. 4 рядочка это 2 пары лицевой плюс изнаночный ряд. Я не буду делать укороченные ряды, я буду здесь закрывать все петельки. И чтобы мне сделать это аккуратно, чтобы мне сделать красивый закругленный вырез, я действую так. Если я буду вязать слева направо свой лицевой ряд, то в конце своего ряда здесь в вырезе я могу убавить только одну петельку, провязав 2 вместе. Если я убавлю сразу много петель, у меня ниточка останется с другой стороны, и чтобы продолжить вязание, мне эту нить нужно будет отрезать. Но если я убавлю только одну петельку, провязав 2 вместе, и развернув свое вязание, начав вязать изнаночный ряд, в начале изнаночного ряда я могу уже убавить большое количество петель. Итак, мне нужно сделать 2 раза, связать туда-назад, туда-назад. Здесь я могу нарисовать вот такой полукруг, это мой вырез, 1/2 моего выреза, и разделить его на 2 части. С одной стороны я буду записывать убавки в лицевых рядах, а здесь я буду записывать убавки в изнаночных рядах. Напомню, что в изнаночных рядах я могу убавлять много, в лицевых только по
одной петельки, потому что это конец нашего ряда. И когда здесь я записала, что 4 ряда это 2 пары лицевой плюс изнаночный ряд, значит это будет моя первая пара, а это будет моя вторая пара. Распределила свои убавки я так. Сначала я убавлю одну петельку, а потом 6. Мы, когда делаем круглый вырез, мы убавляем снизу больше петель, двигаясь наверх, мы убавляем меньше петель. Записываю сюда. За одну пару лицевой плюс изнаночный ряд я убавлю 7 петель. Всего мне нужно убавить 13 петель. От 13 я отнимаю 7, у меня получилось 6. Значит, во второй паре лицевой плюс изнаночный ряд я должна убавить 6 петель. Так как я в лицевом ряду могу убавить только одну петлю в конце ряда, следовательно, в изнаночном ряду я убавлю уже 5. И за счет того, что я сначала убавила чуть больше, а потом чуть меньше, мой вырез будет более закругленный. Записываю 5 плюс 1 равно 6. После первой пары лицевой плюс изнаночной мне нужно было убавить 6. 6 минус 6 получается 0. Значит, все 13 петель за 4 ряда я убавлю таким образом. Когда мы с вами делали расчеты на спинку от низа до подмышек, мы писали план вязания. Мы набирали петли, вязали резинку и дальше мы вязали каким-то своим узором. Вот у меня 60 рядов. Дальше я могу продолжить вязать свой план вязания, но разделю его на вязание спинки и на вязание переда. Смотрите, так как у нас по регланной линии дальше сверху на спинку и наперед будут разные расчеты, поэтому после этих действий мы разделим вязание спинки и переда на 2 равные части. Значит, после того, как мы с вами довязали до подмышек и продолжим вязать спинку, 4-й наш пункт после 3-го – это оставить какое-то количество петель на подрезы. Я открываю свои расчеты и смотрю, что подрезы у меня по 4 сантиметра, это 6 петель. Значит, я оставляю по 6 петель на подрезы. Это мой следующий пункт. Дальше, 5-е, что я делаю, я начинаю вязать свой реглан. Мой реглан составляет 66 рядов, мы только что это посчитали. В скобочках могу написать, что это 33 лицевых ряда, и мне нужно убавить 17 петель с одной стороны и 17 петель с другой стороны, с двух сторон по реглану. Значит, я должна нарисовать 33 клеточки. Нарисовала. Убавки я делаю в каждом втором лицевом ряду, а это значит, что каждую вторую клеточку я должна буду как-то пометить. Я просто ставлю точечку. Как только я буду вязать и видеть свою точечку, отмечая каждый ряд в клеточке провязанный, я буду знать, что точечка это знак. Мне нужно провязать 2 вместе в моем реглане. И если я посчитаю все точечки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и последняя 17, то я получу то количество убавок, которое мне нужно для моего реглана. Здесь в условных обозначениях я могу записать, что точечка означает минус 2 петельки. Одну в одном реглане и другую в другом. Но помимо того, что я вяжу реглан, я еще буду вязать свой вырез. Помните, мы делали расчеты на вырез. И вырез у меня составляет 4 ряда. Это 2 лицевых ряда. Значит, в конце 2 последние клеточки я должна буду провязать свой вырез. И эти 2 последние клеточки я просто зарисую желтым цветом. И тут тоже, в принципе, могу пометить, что вырез я обозначила желтым цветом. Вот он. Как только я дошла до желтого цвета, это значит, что мне нужно делать мои убавки. Я изобразила свой реглан по клеточкам. Значит, я сразу убавляю 6 петель подреза, потом вяжу в каждом втором ряду, делая убавки, свой реглан, и в конце я делаю свой вырез. Вот я как раз отметила 6, 1, 5, 1. Делаю свой вырез, и продолжая делать вырез, я продолжаю вязать вот тут последнюю убавку. У меня точечка в желтом цвете, значит, я параллельно вяжу вырез и продолжаю делать убавку в своем реглане. Вы тоже можете изобразить таким образом свой реглан, чтобы понять, как он будет выглядеть.
Ну вот, все расчеты, напишите, сложно было или не сложно, потому что иногда мои расчеты кажутся очень мудреными, но на самом деле, если вы будете все повторять шаг за шагом за мной, подставляя свои значения, то у вас 100% все очень хорошо получится. Помните, что правильные расчеты это практически 50% успеха вязания вашего классного изделия. Если вы хотите рассмотреть эту тему более подробно, у меня есть запись прямого эфира, который у нас длился целый час. Ссылка на этот прямой эфир есть в описании под видео. Мы там с девочками, моими ученицами, рассматривали эту тему очень подробно. Я много рисовала, отвечала на вопросы. Короче, там все максимально разжевано. А если вам нужны расчеты до подрезов и на рукава, то тоже внизу есть плейлист, где все эти видео находятся. Все, спасибо всем большое за внимание. Я буду очень рада, если вы поставите «Мне нравится». Это оценка моей работы. Я за этим внимательно слежу и всех вас мысленно благодарю и обнимаю. Спасибо вам. Пока.